you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим гибридные наушники от компании Liticel стоимостью $299. И приходят эти наушники в большой по габаритам коробке с очень приятным оформлением, где на лицевой части здесь изображена вайфу, имеется логотип компании, а тут уже указано название этой модели, а именно Ancore. Ну а здесь сзади уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает два динамических драйвера и 4 арматурных излучателя, а чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 19 Ом. И на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию уже более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Большой фирменный кейс для хранения наушников. Набор силиконовых амбушюр, значок с вайфу и инструкция по использованию наушников. Эти наушники довольно небольшие, выполнены полностью из черной смолы с красивым акцентом на лицевых панелях, где внизу располагается вставка с клавишами пианино, а чуть выше имеется уже серебристая надпись Liticel, а также есть легкий блестящий рисунок на фоне, который переливается и дает некоторое ощущение глубины. Ну а здесь уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля и имеется единственное небольшое отверстие для компенсации. И сразу скажу, что несмотря на наличие только одного отверстия, проблем с эффектом вакуума у этих наушников нет, а вот длина звуковода составляет уже 4 мм, и он имеет диаметр 6 мм, и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр, и был защищен металлической сеточкой. Ну а так как эти наушники получились довольно компактные по своим габаритам и с оптимальным по длине звуководом, то сидят они в ушах просто отлично. Посадка надежная, наушники фиксируются в ухе без малейшего дискомфорта и при этом обеспечивают реально хорошую звукоизоляцию. Внешний шум уходит, а внутри вас остается лишь только музыка. И все, что вам теперь остается, это начать наслаждаться прослушиванием. Вот только советую вам для них приобрести шикарный кабель Pennon Apex стоимостью $219, поскольку с ним звучат эти наушники ну просто потрясающе, глубже, насыщеннее и техничнее. Ну а приобрести гибридные наушники Liticel Ancore вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Pennon Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте pennonaudio.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Liticel Ancore. И как только я измерил эти наушники, я сразу понял, что эти наушники четко следуют цели Harman Target 2019. И можно сказать, что это практически идеальное попадание в цель. И эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ с очень плавным переходом в область нижней середины. А область верхней середины здесь имеет усиление на уровне Harman Target. Да и высокие частоты тут в плане продолжительности очень даже хороши. И лишь плавно затухают уже после 15 кГц, что является хорошим результатом. Ну а теперь давайте обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в наушниках Liticel Ancore сразу дают понять нам, что это не история про басхедную мощь или избыточную массу, поскольку здесь все построено аккуратно и со вкусом. Бас собранный, быстрый, динамичный, с прозрачной текстурой и без попыток перетянуть все внимание на себя. И с первых секунд сразу ощущается, что он скорее плавно поддерживает музыку, чем берет и доминирует над ней. Это такой фундамент, который придает трекам плотность и живость, но всегда остается под контролем. Саббас уходит достаточно глубоко, чтобы создавать ощущение атмосферы и объема, но он скорее здесь уже про глубину и ощущение пространства, чем про какое-то безумное давление, как в басхедных наушниках. И вот там, где звучит синтетический низ или глубокий бас-барабан, чувствуется мягкое и упругое движение, но ровно столько, чтобы подчеркнуть масштаб сцены, но не перегрузить все звучание. И все же основную работу здесь делает именно мид-бас, и делает он ее, ребята, отменно. Удары по барабанам
звучат собранно и с четкой атакой, в электронной музыке ритм подается прям с отличным драйвом, ну а уже в роке и металле с естественной плотностью и ритмической точностью. И этот диапазон создает ощущение пульса, задает темп и движения, но никогда не раздувается и не мутнит середину, а наоборот как бы подчеркивает ее энергичность и вовлеченность. И в итоге у меня вообще сложилось такое впечатление, что бас здесь точно не пытается произвести на вас безумный сокрушительный басхедный эффект. Не навязывает себя, но создает такую основу, за счет которой вся музыка звучит уже целостно и живо. Он не привлекает внимания сам по себе, но именно его точность, скорость и контроль позволяют композициям звучать уже по-настоящему собранно и увлекательно. Но средние частоты в этих наушниках это уже про эмоцию, жизнь и естественность подачи. И с первых секунд ты сразу чувствуешь, что звук здесь не холодный, не сухой, а именно теплый, с телом и наполненный нюансами. Вокалы очень сфокусированные, но при этом не вылезают излишне вперед на первый план. Мужские голоса подаются плотными, с натуральной глубиной и уверенной телесностью. То есть они не плоские, не слишком аналитические, а именно как будто настоящие и с ощущением присутствия. Ну а женские голоса уже более прозрачные, легкие и чистые, и без какой-либо раздражающей сибилянтности, и с приятной теплотой в своей подаче. И при прослушивании создается эффект такой, что будто исполнитель сейчас прямо находится перед тобой, и ты начинаешь за счет этого ловить каждую интонацию и каждую его эмоцию. Да и инструменты в середине звучат прям натурально, с характерным объемом и текстурой. Гитары имеют красивую зернистость и даже слышно материал струн и легкий налет шероховатости, который делает звук уже более живым, а клавишные синтезаторы не пытаются как бы перебить все остальное, а как бы очень органично так вплетаются в общую картину, добавляя глубину и пространство. Ну а струнные и духовые инструменты подаются уже более округло и мягко, но очень ясно выделяются, не смешиваясь в кашу, и при этом все всегда остается цельным. И особенно это ощущается уже в плотных аранжировках, где каждая деталь имеет свое место, ничего не теряется и все читается и при этом звучит естественно, как и должно быть на хороших гибридных наушниках. Ну в общем и целом середина в Lititel Encore это уже про музыкальность, телесность и эмоцию. Здесь нету какой-то холодной мониторности или там технической сухости, звук такой очень живой, насыщенный и при этом, ребята, комфортный для долгого прослушивания. И именно такая середина делает эти наушники такими увлекательными для долгого прослушивания, поскольку ты не просто анализируешь звук, а ты чувствуешь музыку и таким образом лучше в нее погружаешься. Ну а высокие частоты в этих наушниках это уже про естественность, воздух и прозрачность. И с первых секунд здесь сразу понимаешь, что нету какой-либо раздражающей яркости и нету чрезмерного блеска ради вау-эффекта, и при этом нету темного скрытого верха, где уже теряются детали. Верх тут, ребята, подан аккуратно, с балансом и зрелостью, что добавляет музыке легкости и объема, делая звучание более прозрачным, но не утомляющим ваш слух. И каждая деталь здесь раскрывается прям очень живо. Ты слышишь, как нежно звучат тарелки, как мерцает реверберация, как легко и отчетливо проходят какие-то уже тихие касания инструментов, ничего тут излишне не навязывает себя, и все подается прям так органично, и микродинамика при этом ощущается естественно. И ты начинаешь ловить нюансы, которые обычно уже теряются в менее серьезных наушниках. И все это подается здесь без напряжения, без утомления, поскольку это точно уже наушники не про яркую и сверх такую техничную подачу. И несмотря на это, друзья, такой верх здесь создает просто прекрасное ощущение воздуха и пространства. Музыка буквально дышит, инструменты не давят друг на друга, и каждый звук словно живет отдельно, но вместе складывается в цельную картину. И, например, на акустике слышно вибрацию струн, на джазе нюансы малой перкуссии и тарелок, а на электронной музыке легкость синтезаторов и эффектов. И все звучит всегда мягко и естественно, но при этом детально и не мешает общей гармонии композиции. И в целом высокие частоты в Lititel Encore получились деликатными, зрелыми и прозрачными. Они раскрывают детали, создают объем и воздух, но не раздражают и не утомляют. И как по мне, верх здесь просто идеально работает в связке с низкими частотами и серединой, создавая такое цельное, эмоциональное, живое и очень комфортное звучание. Ну а звуковая сцена в наушниках Lititel Encore ощущается очень живой и естественно. И с первых секунд ты сразу понимаешь, что она не плоская и не искусственно расширенная, поскольку здесь все воспринимается органично и каждый инструмент занимает свое место. Глубина здесь чувствуется очень хорошо, фон отделен от переднего плана, инструменты располагаются
играется уже на разных уровнях, и даже в сложных аранжировках с множеством элементов все всегда остается читаемым. Барабаны, бас, гитары, клавиши, каждый здесь инструмент звучит объемно и живо, создавая такую цельную и музыкальную картину. И особенно приятно, что несмотря на слоистость и насыщенность, сцена не была перегружена, и ты легко различаешь все детали. Но локализация заслуживает как раз таки отдельного внимания, и здесь сразу ясно, откуда звучит вокал, где расположены инструменты и как распределены уже пространственные эффекты. И даже в композициях с плотной оркестровкой или множеством слоев сцена остается ясной и без ощущения, что все сливается в одну кучу. И между инструментами прям реально чувствуется воздух. Музыка дышит, и есть пространство, где звуки не давят друг на друга. Ну, в общем, звуковая сцена в Let It Cell Encore создает такое полное ощущение присутствия. Слушаешь и будто оказываешься в небольшой студии или зале, где играет музыка. Ничего не раздражает и нету ощущения какой-либо искусственности. Все звучит цельно, гармонично, есть ширина, есть глубина, есть слоистость и воздух между инструментами, а музыка живет, дышит и вовлекает вас полностью. В общем, это та звуковая сцена, где каждый звук на своем месте. И именно она и делает прослушивание таким комфортным, естественным и эмоционально увлекательным. Ну а вывод у меня получился таков. Let It Cell Encore — это действительно отличные гибридные наушники, которые сразу захватывают своим цельным и гармоничным звучанием. Они словно создают такое особое пространство, в котором хочется оставаться дольше, слушать музыку дольше и открывать уже новые жанры и замечать каждый нюанс. В них есть характер, есть своя музыкальная душа, и они не пытаются впечатлить вас какой-то безумной басхедной мощью или утомительной яркостью, а просто вам дают настоящее удовольствие от прослушивания. Ты слышишь дыхание инструментов, чувствуешь эмоциональный заряд исполнителя и просто растворяешься в музыке, не спеша и без напряжения. И эти наушники словно приглашают вас остановиться, сосредоточиться на музыке и насладиться каждым моментом. А это лично для меня главный показатель действительно живого и душевного звука. И от себя я смело рекомендую эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.